В этом уроке мы создадим два генератора, которые будут рисовать нам линии. Первый генератор будет рисовать рандомные кривые линии, которые можно использовать в создании пыли, травы, ковров, шерсти. Использовать для волосяного покрова и, возможно, каких-то царапин. Второй генератор будет рисовать кривые линии по входящей карте нормалей. В нем можно создавать интересные паттерны, напоминающие природные формы. Его можно использовать для генерации органики. Это два мощных генератора, которые вы можете делать самостоятельно для разнообразных целей. Темп этого урока очень быстрый, потому что все это мы проходили на прошлых уроках. Основной упор в этом уроке идет на принципе рисования линий, используя полярную систему координат. Итак, поехали дальше. Давайте мы сейчас создадим генератор, который будет рисовать нам множество линий разнообразных. Это будет рисоваться у нас в FX-мапе. Сначала делаем ее Grayscale черно-белый. Ctrl-E нажимаем, заходим внутрь. Так, что я хочу? Первое, что создать сразу же цикл Iterate. Делаю эту ноду выводной. И создам переменную, которая будет называться... Давайте amount сначала. Если что, мы потом переименуем. Это будет у нас целочисленная переменная, которая будет отвечать за наш цикл. По умолчанию давайте пусть будет 10. Ну и поставим пока 100 максимальная. Заходим внутрь и назначаем на итерации именно эту переменную. Дальше. В квадранте. В квадранте мы пока давайте поставим диск и поставим размер небольшой, где-нибудь 0,02 на 0,02. Кстати, я думаю, размер можно тоже сразу же назначить в переменной. Давайте мы в переменной назначаем size. И по умолчанию у нас будет, давайте, 0,02. Максимально пусть будет, допустим, у нас 1/10. И минимальная 0 так и оставим. А step сделаем побольше, потому что у нас промежуток очень маленький. И вот если мы будем превью крутить, то у нас достаточно удобно будет меняться. Не так быстро. Так, оставим пока 0,2. Ой, 0,02. Заходим внутрь. И уже начинаем в Color Luminosity создавать наши переменные. Мы открываем, берем переменную size и сразу же создаем float 2. И это у нас будет переменная. Давайте назовем size end. Открываем секвенцию. И на основной выход, так как это функция Color Luminosity, мы пока поставим единичку. Делаем выводную ноду, секвенцию. Итак, у нас появилась сразу же одна переменная. Мы ее копируем. Заходим в Pattern Size. Вставляем. И просто getFloat2 выбираем. И выбираем Size End. Делаем ее выводной. Это удаляем. Все делаем как в прошлых уроках. Так. Одну форму мы создали. Давайте здесь в Color Luminosity будем определять позицию. Мы возьмем переменную number. Переменная number это текущая итерация. Начинается number от 0
не забываем. Умножим его на какое-то пока число, float. Пусть это будет какое-то маленькое число 1/100. И давайте создадим float 2 и на y мы пока поставим 0. Это у нас будет position. Давайте, так как мы size end начали называть, то и тут мы назовем position end. Так, есть. Создаем секвенцию, чтобы у нас определились обе переменные и сработала единичка на color luminosity. Теперь у нас две переменных. Копируем position end. Переходим в pattern offset. Вставляем position end сюда. Берем getFloat 2 и подхватываем position end. Почему я копирую position end? Если бы я не копировал, я открываю getFloat 2, и у меня тут нету переменной. Мне придется вручную ее вписывать. Так, вписали. Создаем. Вот у нас получился вот такой отрезок из точек. Это прямая у нас. Давайте сразу же, наверное, все-таки я сделаю size поменьше. Единичка у нас будет, поменьше будут линии. Потоньше будут линии. Давайте, наверное, даже еще меньше, вот так вот. Хотя, наверное, лучше оставим 1/100 и поставим, давайте вместо диска поставим параболоид, пока так. Так, нам нужно уметь еще менять расстояние между кружками. Это у нас будет переменная step. Создаем ее. Переменная float. И какое-то маленькое, очень маленькое значение. Давайте пока 2000 поставим. И максимальное значение, ну, поставим пока, давайте 1/100. И step поставим, давайте вот такой маленький. Мне кажется, так будет нормально. Ну, возможно. Сейчас проверим. Так, и теперь мы step можем вписать вместо вот этого float. Мы возьмем getFloat и возьмем нашу переменную step. Теперь, если мы начнем крутить, мы увидим, что мы меняем расстояние между кружками. Сразу обратим внимание, что вот здесь вот перекрытие происходит. Это наложение от SAP. Заходим в квадрант и вместо от SAP делаем max. Таким образом. Давайте мы сделаем amount не 10, а 100. И длину шага сделаем поменьше, чтобы у нас как бы слились точки. Как бы слились наши параболоиды в одну линию. Теперь давайте создадим, даже не создадим, а зайдем в наш квадрант и зададим рандомный угол для нашей линии. Мы возьмем float единичку, возьмем из него рандом. И это у нас будет rotate, поворот. Давайте rotate end будет. Тоже создаем секвенцию, чтобы у нас подхватились все переменные. Сейчас у нас 3 переменных подхватывается тут, а на вывод идет у нас единичка. И в fxmap вместо rotation мы берем getFloat. Здесь ее нету, поэтому на память пишем rotate end. Возможно, я неправильно написал, потому что ничего не поменялось. Сейчас мы проверим. Так, не сюда. Так, а давайте мы проверим через Random Seed.
Ага, правильно, ничего не работает, потому что поворачивается только сфера, но не поворачивается линия. Для того, чтобы у нас повернулась линия, нам нужно воспользоваться немножко другой системой. То есть здесь сейчас мы центральной позиции мы увеличивали каждую следующую позицию x, и таким образом проставлялась точка. Но сейчас мы пойдем чуть по другому пути. Мы будем использовать полярную систему координат. Через эту ноду Cartesian. Здесь на вход у нас подается длина и угол. Итак, длина у нас это будет степ. А угол это у нас будет rotate end. Только на самом деле сейчас rotate end будет рассчитываться для каждой точки свой. И поэтому, скорее всего, у нас сейчас будет непредсказуемый результат. Ну, давайте сейчас проверим. Так, на выход у нас сразу идет вектор, двухмерный вектор. То есть нам не нужно создавать float 2. Поэтому мы просто вот таким образом делаем. Так, только я перепутал, обратите внимание, я перепутал угол с длиной. Я поменяю это местами. И теперь смотрите. У нас все слилось в одну точку, потому что у нас сейчас переменная positionEnd считается относительно текущей точки, которая находится по центру. То есть текущая точка квадранта, она находится по центру. Как сделать, чтобы точка всегда менялась? Нам нужно создать еще одну переменную. Давайте мы пока создадим float 2.0.0, и из нее мы сделаем переменную positionStart. Это у нас будет стартовая позиция рисования нашей линии. Создаем секвенцию, все подключаем. И теперь, если я вызову positionStart и добавлю к нему наши новые координаты, то у нас positionStart чуть-чуть поменяется, и это перейдет в positionEnd. Эта переменная подхватится уже в квадранте. Но positionStart нам желательно поменять. Поэтому после вот этого блока мы можем сразу же positionStart изменить. Каким образом? Мы можем взять getFloat2, взять positionEnd и это значение positionEnd переместить в переменную positionStart. Я просто скопирую и сюда вставлю. Все, у нас positionStart поменяется, и со следующего круга positionStart будет уже другое. Своего рода приращение будет у нас по позиции. Так, это я подключаю. И теперь у нас опять ничего не поменялось. Почему? Потому что positionStart, оно у меня с каждой итерацией обнуляется. Чтобы этого не было, мы можем взять переменную number и узнать, если она равняется нулю, то есть если это первый проход, то вот эта ветвь будет срабатывать. Если не равняется нулю, то ничего не делается. Так, только я вот сюда вот поставил. Вот. Все, и теперь мы видим, что у нас
нарисовалась какая-то линия. Она у нас теперь не прямая, немножко искривленная. Давайте выйдем наверх и попробуем покрутить Random Seed. Мы видим, что меняя Random Seed, у нас линия все равно смотрит как бы в одну сторону. Из-за чего это происходит? Скорее всего из-за того, что на вход, во-первых, на вход у нас подается rotate end от 0 до единицы, рандомное число, а на самом деле сюда нужно подавать радианную меру угла. Радианная мера угла, она у нас идет от 0 до 2π. Поэтому мы можем взять переменную 2π, точнее число 2π, и умножить rotate end на 2π. Теперь у нас получился такой клубок. Такой клубок происходит из-за того, что у нас каждый следующий шаг рандомно ставится точка вокруг, грубо говоря, вокруг по 360 градусов. А нам нужно сделать каким-то образом, уменьшить этот разброс. То есть, допустим, у нас есть какой-то угол начальный, и чтобы было рандомное превращение, но не сильное, в плюс или в минус угла. Давайте для этого создадим переменную. Она будет у нас называться delta angle. И пусть она будет пока маленькая. Идем обратно. И давайте вот этот вот rotate end мы вставим в первый просчет. В просчет, когда number равняется нулю. То есть вот эту часть я хочу вставить вот сюда вот. Давайте я помечу, что это ветвь обрабатывается один раз. Только один раз. Первый. И здесь я создам секвенцию и подсоединю таким образом в ноду if-else. Теперь смотрим, что у нас вышло. У нас рисуется прямая линия. Почему? Потому что rotate end, он срабатывает один раз, и здесь он всегда одинаковый. Но за счет этого теперь мы, если крутим рандом, давайте на 0 поставим. Поставим 1, 2, 3. Странно, он у нас четко по кругу крутится. Не пойму, это глюк или нет. По идее, такого не должно быть. Сейчас, секундочку. Я думаю, если мы поставим здесь не рандом, а global рандом, то у нас все исправится. Global рандом. Подключим в seed number. Но прежде мы его переведем в integer. Сюда поставим единичку и выставим таким образом. Давайте проверим. Ага. Да, у нас же итерация нулевая всегда, поэтому это не сработает. Чтобы это обойти, нам нужно сейчас, можно сделать такую небольшую хитрость. Мы сейчас создадим input value, вход.
И сделаем небольшой просчет в валуе процессоре. Мы возьмем рандомный float, какое-нибудь большое число. Из него возьмем рандом и выведем это, сделаем ее вводной нодой. И вставим сюда. Давайте здесь мы обозначим как входящая переменная randomSeed у нас будет. Зайдем сюда, внутрь. И уже здесь мы будем использовать не number, а randomSeed. Возьмем getFloat, randomSeed. Вот таким образом. Сейчас проверим. Так, рандом. Рандом не в fx мапе надо сейчас ставить, а во всем графе, чтобы у нас вот здесь вот этот рандом срабатывал. Смотрите, я нажимаю на пустом месте 2 раза и кручу randomSeed. Вот сейчас у нас рандомно крутится наша прямая. Итак, угол начальный у нас есть. Давайте мы рандом это пока удалим. Может быть и навсегда. Дальше. Нам нужно использовать переменную delta_angle. Мы ее возьмем. И каждый шаг, каждую итерацию мы ее будем рандомно выводить. Каким образом? Она у нас должна быть и положительная, и отрицательная. То есть у нас есть текущий какой-то угол. И можно уходить от этого угла как влево по часовой стрелке, против часовой стрелки, так и вправо по часовой стрелке. Поэтому мы сначала delta_angle разделим на 2. И из этого числа мы вычтем рандом этого числа. Мы возьмем здесь ноду рандом. И тогда у нас здесь будут и положительные, и отрицательные рандомы. И давайте мы сразу прибавим это к нашему углу rotate_end. Получается, что это немножко смещенный угол будет. И сразу же мы создаем переменную и опять вставляем сюда уже текущий rotate_end. Он у нас поменялся. Итак, через секвенцию мы создаем эту переменную. Так, теперь мы видим, что у нас уже получился какой-то волосок, потому что каждый поворот, он теперь не на 360 градусов крутится. Каждый следующий шаг не на 360, а мы за счет delta_angle управляем. То есть, если delta_angle у нас большой, то он у нас превращается вот в такую вот завитушку. Если мы уменьшаем его, то он как бы раскручивается. Давайте сделаем сразу побольше. Давайте 200 пусть у нас будет. Да, даже больше давайте. 400. То есть у нас получился вот такой вот волосок. Мы можем им управлять, либо он очень сильно скрученный будет, либо более-менее прямой. Сохранимся. Теперь давайте увеличивать количество волосков. У нас сейчас он 1. Заходим внутрь и создаем еще одну ноду iterate. Делаем ее выводной. Так, на самом деле
Я думаю, сейчас надо переименовать переменные. Здесь у нас переменная amount была. На самом деле это переменная длины будет у нас. Давайте мы зайдем в параметры. И поменяем имя. На длину. Так, поменяли. Проверяем, все ли работает. Да, все так же работает у нас. И создадим еще одну переменную. Она уже у нас будет amount. Определять количество волосков. Давайте сразу же поставим десятку по умолчанию. Максимум 100. Перекинем ее чуть повыше. Так, 10. Заходим в верхнюю ноду Iterate и подключаем amount сюда. Мы видим, что сейчас все линии идут из одной точки, и они очень похожи. То есть меняется только начальный угол, скорее всего. Давайте это исправлять. Первое, что я хочу перенести вот эту ветвь в другую ноду, вот сюда, вот в Iterate. И делаю его в одной. А здесь, сейчас я объясню. А здесь я вот это просто все удаляю. Вот эту вот часть. Вот таким образом. И смотрите, у меня все осталось на месте. То есть работает все точно так же. На самом деле, что я сделал? Сейчас вот здесь вот эта нода, она каждый раз для одной линии она проходит один раз тут. То есть она обрабатывает вот этот запрос, iteration, узнает, какая длина итерации, проходит вот эту ветвь один раз. И уже потом количество итераций проходит вот здесь внутри. И получается, что вот эта ветвь, которая у нас обрабатывалась один раз, она тут тоже обработается один раз. И ничего у нас не поменялось, по большому счету. Но граф, возможно, более читабельный станет. То есть вот здесь более понятно, что это относится все к одной линии. А здесь мы будем определять как бы начальные значения для линий. То есть у нас здесь position start будет. И давайте сразу же position start мы сделаем рандомный. Мы возьмем float. Один возьмем рандом из него. Второй рандом для x и для y. Подключим через float 2 и уже подключим вот сюда вот. И обратите внимание, что у нас сейчас позиция начальная начинает быть, стала рандомной. Но сами волоски у нас одинаковые. Почему? Потому что вот это вот delta angle просчитывается для каждого волоска. Она берет значение number. И не учитывает значение number вот здесь вот. Помните, мы вот это из этой iterate number присваивали новую переменную. Давайте здесь также сделаем, но сделаем в этой iterate, в этой ноде iterate. Мы возьмем number и создадим еще одну переменную, которая будет у нас number 0. Сделаем секвенции, чтобы у нас все переменные прочитывались. И теперь вот здесь вот
Мы можем использовать Global Random. Мы возьмем переменную number и еще одну переменную number 0, которую мы взяли из того number. Итак, number 0 у нас будет умножаться на длину. Так, сейчас секунду я подумаю. Number 0 у нас будет умножаться на количество итераций в этом цикле, а это у нас переменная длины. Я ее скопирую и вернусь в наш граф. Вставлю. Переведу во float и уже их перемножу. Так, это я перемножил. И буду складывать теперь с переменной number. И вот эту вот переменную мы переводим в integer и вставляем в global random. И теперь у нас я поменяю вместо рандома на global random. Теперь у нас каждый угол для каждой точки будет рандомно считаться. Что мы и видим. Теперь давайте, чтобы было более наглядно, мы для каждой линии создадим еще одну переменную. Именно для каждой линии, не для каждой точки. Смотрите, вот здесь вот сейчас переменные, которые у нас отвечают для всей линии. Поэтому мы возьмем float, единичка. Из единички мы возьмем рандом и создадим переменную luminosity, да, для каждой линии. Lum line, к примеру, так. Сделаем секвенцию, чтобы у нас эта переменная объявлялась. Я скопирую ее. И вот здесь вот вместо единички я поставлю Lum line. Ищем Lum line. Нашли. Подключаю. Теперь мы видим, что каждая линия у нас рандомного цвета. Давайте мы создадим еще одну переменную, которая у нас будет Lum random. Или давайте Lum random. Lum random line. Когда единица, то полностью рандомный цвет будет у линий. Если 0, то линии будут всегда белые. Мы берем эту переменную Lum random line и через линейную интерполяцию мы сейчас это все сделаем. Итак, когда у нас единичка будет, то Lum line будет срабатывать, а когда 0, когда у Lum рандома 0 будет, то будет срабатывать единичка. Подключаем, подключаем это сюда. При нажатии на клавишу D мы можем вот так вот сократить график. И давайте проверим, что у нас вышло. В превью Lum random line все работает. Это заработало. Теперь давайте сделаем рандомную длину каждой линии. То есть сейчас она у нас одинаковая. Отвечает за переменной длины. Давайте мы сейчас попробуем это поменять. Мы переменную length будем умножать на рандомное число. От 0 до единицы. Так, если мы это умножим, то это у нас будет рандомное число. Уже не от, вот здесь
у нас рандомное число не от 0 до единицы, а от 0 до длины. Создадим одну переменную. Она будет называться у нас рандомная длина. Length random. Если единица, то будет максимальный разброс рандома. Если 0, то минимальный. Давайте поставим пока на 0. И зайдем сюда в итерацию. И также через линейную интерполяцию мы это сделаем. Мы берем нашу переменную length random. Открываем ноду линейной интерполяции. Итак, если у нас рандомная длина, то срабатывает, то это у нас будет единичка, значит сюда в единичку будет вставляться вот это значение. Если у нас рандомная длина на нуле, то всегда будет переменная length. И все это мы преобразуем в integer и уже подставим в секвенцию. И это будет у нас выходным значением. Давайте проверять. То есть я делаю максимальный разброс длины. И у меня каждая линия разной длины. Давайте amount увеличим. Посмотрим, работают ли у нас все значения. Так, это мы длину уменьшаем. Давайте поставим длину побольше, количество amount побольше. Давайте в 10 раз больше. И длину побольше. То есть у нас получается вот такая шерсть. Обратите внимание, что каждая линия у нас рисуется через полярную систему координат. То есть вот здесь вот просто определяется рандомный угол. Точнее, рандомный угол определяется вот здесь вот. И он уже вставляется в ноду перевода полярной системы координат в Декартову. У нас есть один шаг step, длина. То есть видите, что у нас тут получается каждая линия состоит из маленьких параболоидов. Если мы поставим диски, то у нас будут тут диски. Ну и чтобы уменьшить длину, нужно поставить степ поменьше, допустим, единичка. И мы уже видим, что наши параболоиды тут практически не читаются. Мы можем поставить еще меньше длину, степ 0,5. Тогда уж точно они не будут читаться. И можем сделать теперь побольшее количество амаунта. Вот таким образом. Теперь мы можем сделать каждый волосок, чтобы шел как бы снизу вверх. Давайте мы создадим переменную fade. Она у нас будет отвечать за затухание или за увеличение яркости каждого следующего параболоида. Для этого мы воспользуемся переменной integer. И здесь в слоте мы выберем drop-down list. То есть выбор по списку. Итак, в нуле у нас будет не будет у нас градиента. Когда единичка у нас будет от старта до конца линии. И когда двойка, наоборот. End start. По умолчанию у нас ставится none. Давайте по умолчанию поставим пока start end. Хотя это не принципиально.
Так, откроем превьюшки. Сделаем амаунты пока поменьше. Зайдем в Color Luminosity. И теперь нам нужно каким-то образом настроить вот здесь вот яркость формы. Для этого я предлагаю взять переменную number и переменную, которая у нас длина. Но не длина, не вот эта переменная, а длина, которая у нас будет для каждой линии. Для этого нам нужно будет создать еще одну переменную. Обозначим ее как length 2, к примеру. Давайте так. Я ее скопирую. И вставлю сюда. Теперь я ее спокойно через getInteger, это у нас integer, могу подхватить. Вот она. И ноду set я могу удалить теперь спокойно. Итак, смотрите, у нас number начинается от нуля до вот этой переменной. Но 0 нам не интересен, потому что 0 это будет черный цвет. Давайте мы добавим единичку. То есть у нас теперь первое значение будет единичка. Итак, если мы вот это значение разделим на number, на переменную length, то мы получим тут значение от 0 до единицы. То есть первая точка в линии будет практически, ну не от нуля, практически нулем, практически темная. И последняя практически белая. То есть это у нас получается не затухание, а увеличение цвета. То есть от старта до конца. Как сделать наоборот? Копируем. И нам здесь просто нужно взять и вычесть из единицы вот это значение. Это у нас будет end start. Ну а вот это, когда затухания нету. Итак, теперь мы возьмем переменную integer. Она у нас будет называться fade. И мы будем узнавать, если fade равен нулю, если fade равен нулю, то срабатывает вот эта ветвь. Если нет, то ищем дальше. Смотрите, я скопирую вот эту часть. Если fade равен единице, то это у нас... Давайте вернемся сюда и проверим. Единичка это start-end. Start-end это у нас вот это. Итак, смотрите. Если у нас fade не равен нулю, а это первый раз, который условие проверяется, то у нас срабатывает вот эта ветвь. Поэтому мы ее подключаем вот таким образом. И здесь дальше, если fade равен единице, то start-end. А если не равен единице, то у нас по умолчанию это будет уже end-start. И теперь вот это вот мы подключаем таким образом. Смотрите, что у нас вышло. Проверяем. У нас на превью start-end. Давайте длину мы сделаем поменьше. И мы видим, что если мы
мы видим, что у нас они как бы растут от начальной формы до конечной. Если мы поменяем местами, то наоборот. Если none поставим, то у нас просто рандомное значение. И смотрите, что я заметил. Когда у нас start-end, у нас они все одинаково яркие. Поэтому я предлагаю все-таки, знаете, как сделать? Если у нас нету затухания, то у нас просто здесь будет единица. И теперь вот это все нам нужно перемножить на рандомное значение яркости линии. Давайте проверим. Вот, сейчас более интересно стало. То есть вот эта вот линия растет, но она не такая яркая, как вот эта. За счет того, что у нас срабатывает люм рандом. То есть вот так они все одинаковые будут. Вот так они будут все разные. Давайте увеличим. Давайте поставим много. И вот у нас получился вот такой вот ковер. Давайте сразу я по-быстрому через Levels создам нормалку. Output, Normal. Здесь AO. AO сделаем поменьше. 0,02, к примеру. И радиус тоже поменьше. Output. Здесь Ambient Occlusion. И через Levels создадим Output Height. Также, скорее всего, у нас это будет темновато немножко, поэтому мы возьмем Uniform Color, который будет отвечать за Base Color. Пусть он у нас будет практически светленький. Так, Base Color, все. Делаем все это на 3D. Выносим. И смотрим, что у нас получается. Попробуем увеличить высоту. Так. Меньше. Наверное, высоту тут не надо увеличивать. Это все-таки мелкие части. Можно и без нее обойтись. Давайте, наверное, побольше сделаем АОшку. Вот таким образом. И теперь, если мы увеличим количество, давайте сделаем в 3 раза больше, в 4. У нас получается вот такой вот ковер. И обратите внимание, что они все разные. То есть, если бы мы через Tile Sampler бы делали, то у нас все равно бы там 3, 4, 5, 6 максимум травинок было бы. Но тут каждая травинка, она разная получается. Каждая линия разная. То есть тут просто не найти даже ни одной повторяющейся травинки. Плюс ко всему мы можем сделать их разной длины. У нас Slang Random так и стоит. Мы можем сделать либо одинаковые длины, либо разные. Также мы можем делать этот ковер как практически прямые линии. Кстати, смотрите, у нас дельта англ по умолчанию всегда одинаковый, нулевой. Давайте это исправлять. Так.
Ищем, где у нас отвечает это. Так, есть у нас rotate end. Давайте изначально с самого начала пойдем. Здесь у нас одна переменная amount. Здесь у нас number, position, rotate. Угу. Вот здесь вот у нас random seed используется один и тот же, так как сюда входит вот этот random seed. Давайте мы его сейчас удалим. Сейчас он уже нам не нужен. Я просто показал как вариант, как можно делать. И точно так же мы из input value удалим его. Итак, так как у нас это проходит через верхний цикл, вот эта ветвь, только один раз, то как вариант может сработать и просто нода рандом, потому что у нас же здесь срабатывало. Давайте проверять. Так, единичка у нас есть. Мы просто поставим здесь рандом. Вот таким образом. Все. Смотрите, сейчас у нас получается ровные полоски. Если мы сделаем поменьше их, увидим. Сделаем длину, допустим, побольше. Мы видим, что они у нас как будто палочки прямые растут снизу вверх. Вот таким образом. И за счет Delta Angle мы можем их менять, кривизну. То есть вот здесь они чуть-чуть искривлены. И вот таким образом они просто как каракуль какой-то получается. Кстати, достаточно интересный эффект. Если мы увеличим раз в 5, то у нас будет, да, вот такой вот материал каракуля. Теперь давайте добавим сюда какие-нибудь карты. Первое, что я хочу, добавить карту для маскирования. Мы возьмем, допустим, Shape. Будет у нас диск. Сделаем scale поменьше и тайлинг, допустим, вот таким образом. И вставим ее сюда. Запоминаем, что это input 0. Заходим внутрь. И я хочу сделать таким образом, чтобы там, где белое, там у нас начиналась линия рисоваться. Там, где черная, там у нас она отсекалась. Для этого заходим во вторую ноду Iterate. И вот здесь вот все, что отвечает за... Нет, за LumLine, наверное, не получится. Потому что вот здесь вот... Получится. Да-да-да, все получится. Давайте заходим сюда. И здесь мы будем... Сейчас к LumLine добавим еще немножко кода. Итак, мы возьмем getFloat2. Возьмем позицию стартовую. Position Start. И из этой позиции мы прочитаем из карты, из входа input 0, значение пикселя. То есть получается у нас, допустим, position start вот здесь вот где-то. И с этой карты считывается вот этот пиксель. Вот этот пиксель черный. И если мы перемножим, это с LumLine, только перед тем, как обозначить переменную, то у нас сработает, обратите внимание, у нас сработало вот таким образом все. Почему у нас нарисовались вот здесь вот еще линии? Давайте думать. Давайте проверим. Здесь у нас 0, 0, 0. Заходим в наш превью и смотрим, что у нас здесь. Lum random, если мы ставим на 0.
Мгм. Да, надо все-таки вот этот код перенести в другое место. Да, давайте это мы и сделаем. То есть у нас наш люмлайн, потом все равно вот эта вот часть, она изменяется дальше. Поэтому мы вот эту часть, две ноды перенесем уже в финальные вот сюда. Финальные color luminosity. И здесь будем перемножать. Вот таким образом. Нет. А сейчас у нас обрезается четко круг. Это мне тоже не нравится. Все-таки давайте возвращаемся обратно. И сейчас будем думать, как это избежать. Так, вернемся обратно. Это мы подключим обратно. И получается, что у нас стартовое значение линии умножается на маску. А вот здесь вот, а вот здесь вот оно меняется у нас. Вот здесь, смотрите. Вот здесь наш люмлайн, а здесь наша единичка. И давайте к единичке. Единичку мы тоже умножим тогда на вот эту вот часть. Извиняюсь. На эту часть кода. И тогда, по идее, у нас должно все сработать. Да, сейчас все работает. Давайте мы на 2D виде проверим. Да, сейчас все работает. И смотрите, у нас маска получается достаточно жесткая. Если мы сейчас люм random line уберем. Так. Нет, вот таким образом мне не нравится уже. Угу. В идеале вот так должно произойти. В идеале должно произойти так. То есть у нас срабатывает при люм random line единицы. Давайте зайдем сюда в код. То есть вот эта часть у нас рабочая. Ой, вот эта часть у нас рабочая. Вот это не рабочая. Не рабочая, потому что она у нас для каждого пикселя просчитывается. Значит, нам нельзя здесь это менять. Значит, создадим еще одну переменную. Вот здесь наверху. Так. Давайте вот это будет lumeline. А хотя давайте рядом создадим lumeline 2. Даже не lumeline 2, а lumeline mask. Таким образом. Пока пусть будет так. Сейчас проверим. И теперь мы возьмем переменную lumeline mask. Ее у нас тут нету. Поэтому нам придется вручную писать. Lumeline mask. И уже ее мы будем умножать на выходной luminosity, который получается. Давайте проверим. Так. Проверяем Lume Random Line.
Так, ну, вроде все заработало. То есть у нас маскируется только стартовая точка, а остальные точки, они могут выступать за маску, так как это, грубо говоря, сейчас имитация шерсти у нас. То есть начало у нас маскируется, а дальше волосок этот идет в разные стороны. Так, давайте мы сейчас дельта англ сделаем поменьше чуть-чуть. Вот таким образом. Угу. Да, так мне больше нравится. Давайте мы сейчас избежим ошибку. То есть на всякий случай, если у нас сюда в карту будет вставляться маски, какая-нибудь плавная маска, к примеру, ну пусть будет парболоид, то мы видим, что у нас сейчас, хотя тоже прикольный результат, то у нас по краям низкие волоски. Давайте так и оставим. Если мы подключим высоту, то у нас будут такие бугорки. Давайте я сейчас добавлю еще курватуру. Через режим смешивания, допустим, WhatsApp. И сделаем чуть потемнее, к примеру. Если без него, то вот так с ним ярко выраженные получаются волоски. Но я думаю, если мы перемножим вот это все, даже не перемножим, а сложим. Ага, смотрите, нашлась ошибка. Смотрите, у нас где кружки, а где наши волоски получаются. Давайте, чтобы было более понятно, я оставлю один круг. И мы видим, что у нас сдвиг произошел. Сдвиг произошел, потому что вот здесь вот. Так. Вот здесь position start имеется в виду у нас считалось вот от этой точки нулевая позиция. А на самом деле нулевая точка карты, которая входит в input 0, вот здесь вот. Поэтому нам просто нужно добавить, точнее не добавить, а вычесть двухмерный вектор по x и по y 0,5 и 0,5. Мы можем взять и вычесть из нашей позиции. И тогда у нас все встанет на свои места. Вот. Вот таким образом. И смотрите, если мы сейчас это перемножим, давайте я попробую сделать это 32-битной нодой. И уже сделаем Auto Levels. Его перекинем сюда. Вот таким образом. И сделаем несколько кружков. Ну, на самом деле мне не очень нравится. Почему? Потому что центральные волоски, они очень сильно выступают, а боковые слабо.
Может быть, это где-то и хорошо было бы, но я думаю, их надо сделать одинаковыми. Давайте проверим. Я пока сделаю резкую маску. Они у меня одинаковые сейчас. Если мы добавим к нашим кружкам, к нашим параболоидам, и здесь мы сделаем 32-битку, Auto Levels после этого, и уже посмотрим, что у нас происходит. Да, вот таким образом лучше. То есть длина волосков у нас одинаковая получается, но вот эти части они выступают за счет того, что у нас они складываются с нижней картой. Вот здесь в бленде. Поэтому лучше в маске вот здесь использовать четкое значение 0 или 1. Давайте вот здесь здесь у нас на выходе должен быть 0 или 1. Но если у нас есть плавная маска, то давайте сделаем таким образом, что если, допустим, цвет пикселя 0,5, то там либо поставится волосок, либо не поставится 50%. Если почти черный, то практически никогда не поставится. То есть она такая у нас будет, грубо говоря, плавная маска. Как это добиться? Нам нужно взять рандомное число от 0 до единицы. Если оно будет больше, чем значение на карте, то значит у нас будет 0. Почему 0? Смотрите, если у нас будет жесткая маска, то у нас, допустим, тут единичка. Здесь рандом, он у нас может быть от 0 до единицы. Давайте сделаем больше либо равно. Больше либо равно единице рандомного числа. То есть если единичка, то вот это число, то вот это рандомное число будет всегда меньше. А это значит, у нас будет вот эта ветвь срабатывать, и будет тут ставится единичка. Давайте проверим нашу рандомность. Так, мы поставим пока одну. Таллинг 1. И поставим плавную маску. Обратите внимание, что у нас... Давайте мы сделаем сейчас все волоски одинаковые. Вот. Это мы удаляем. То есть у нас получается как будто плавная маска. Давайте проверим. Мы поставим Position на 5 и контраст на 0. Если мы сейчас будем увеличивать контраст, то по идее у нас должна быть жесткая маска. Чтобы это было хорошо видно, мы сделаем длину волосков поменьше. Вот таким образом. Давайте мы будем увеличивать контраст. И мы видим, что у нас вот она маска, и у нас теперь она достаточно жесткая. Но тем не менее, если мы увеличим длину волосков, то они у нас растут дальше в стороны. Если у нас плавная маска,
то у нас по краям минимальное количество волосков, а в центре максимальное. То есть вот этот градиент соблюдается. И получается достаточно интересный эффект. Это мы удаляем. Это мы оставляем. Это у нас будет маска. Теперь давайте добавим карту для длины волосков. Ну, пусть пока у нас будет. Давайте возьмем, к примеру, Gaussian Noise. Какой-нибудь поменьше. И через Levels мы его сделаем контрастнее. Вот таким образом, к примеру. Но чтобы на выход у нас не было черного цвета, а был такой сероватый цвет. Подключаем. Это у нас будет отвечать за длину. Заходим сюда. Заходим вот сюда, в эту ноду Iterate. Мы помним, что вот здесь вот у нас рассчитывается длина. И мы также можем взять через позицию Position Start. Да, Position Start. Но не забываем, что нам... Давайте я прямо скопирую вот эту часть. Нам нужно сдвиг делать на 0,5 по x и по y. А вот здесь вот я просто возьму и вставлю Input Image 1. Это у нас карта длины. И теперь мы перемножим вот эту вот часть с нашей картой длины. И все это вставим в переменную length 2. Смотрим, что у нас вышло. У нас начинает срабатывать карта. Так, вот здесь темный цвет. Здесь мы видим, что проплешина получилась. Наверное, на 3D. Ну, на 3D плохо видно. Давайте сделаем больше черного. И мы видим, что у нас... но у нас срабатывает очень сильно высота. Давайте мы ее уменьшим. И мы видим, что у нас за счет этой карты срабатывает длина волос еще, плюс ко всему. Длина волосков наших. Допустим, если мы можем даже интересный эффект сделать такой. Инвертнуть эту карту. Вставить ее сюда и посмотреть. Так, и давайте мы уберем черный цвет, уберем, чтобы хотя бы что-то там у нас появлялось. И мы видим, что на самом краю у нас самые длинные волоски, а нас по центру самые короткие. Либо можем наоборот поставить. Давайте поставим наоборот. Проверим. Вот таким образом. То есть тут масса вариантов. За счет карт можно делать очень интересные паттерны за счет входящих карт. Поэтому пользуйтесь этим часто. Не забывайте про это. Теперь давайте возьмем опять же, допустим, Gaussian Noise. И возьмем нормалку от него. Увеличим, допустим, до 11. И вставим это сюда. И давайте попробуем. Давайте даже я создам новую ноду сейчас в FXMap. FXMap новую.
И давайте сделаем таким образом, чтобы волоски у нас не рандомно росли, а по FX мапе. Ой, по normal мапе. Смотрим, где у нас отвечает за рандом все. За рандом у нас отвечала вот эта вот часть. Это был рандомный угол. Угол поворота. Теперь, если мы возьмем getFloat 2, Start Position, Position Start и прочитаем карту нормалей и вытащим отсюда x и y. Кстати, не забываем, что у нас карта нормалей идет от 0 до единицы, x RGB. Поэтому нам нужно сначала привести ее к нормальному состоянию. То есть карта нормалей — это углы поворота в данной точке. Углы поворота нормали. Они у нас могут от минус единицы до единицы быть. Поэтому мы возьмем сейчас x и y. Здесь у нас x и y от 0 до единицы, а нам нужно сделать от минус единицы до единицы. Как это делается? Очень просто. Нам нужно умножить все это на 2. Получится вот здесь диапазон от 0 до 2. И теперь, если мы вычтем единицу из x и из y, то у нас как раз получится диапазон от минус единицы до единицы. Здесь у нас диапазон минус 1, 1. Вот это угол наклона. Здесь не что иное на выходе, как вот эта вот часть. То есть вот этот выход, декартовый угол, декартовые координаты следующей точки. Вот здесь выход двухмерного вектора. Двухмерный вектор тут единичный, так как это нормали. Длина этого вектора всегда равняется единице. Это означает, что если мы к позиции, допустим, мы возьмем getFloat 2 position, давайте position start возьмем. Если мы прибавим этот вектор, то он у нас на единицу сдвинется в какую-то сторону. Либо сюда, либо сюда, либо сюда, либо сюда. А угол определяется вот здесь вот в нормалках. Но единичный вектор очень большой. Поэтому нам нужно умножить его на наш степ. Степ — это маленькое число. Это шаг у нас был. Поэтому мы умножаем его скалярным произведением на степ. И теперь мы прибавляем к нашей позиции стартовой. Так, это мы сделали. И нам нужно теперь вот эту часть заменить на вот эту. Заменяем. Смотрите, что у нас вышло. Проверяем. По-моему, у нас ничего не сработало. Ничего не сработало, потому что у нас sample color считывается с нулевой карты. А нулевая карта у нас совершенно другое там было. Нам нужно sample color считывать input image 2. Давайте поставим тут input image 2. Так, возможно, у нас степ очень маленький. Давайте умножим степ на какое-то число. Сейчас проверим сразу же.
Давайте еще увеличим в 3 раза, допустим. Давайте даже в 4 посмотрим. Угу. Так, и сейчас мы сблендим с нашим шумом, проверим, что у нас происходит. То есть мы видим, что у нас поворачиваются наши волоски в сторону белого цвета. Ну, допустим, если мы вот здесь возьмем и развернем векторы нормали на 90 градусов, то у нас они будут заворачиваться вот так вот. Вот таким образом. Ну и мы можем крутить угол. Давайте вот этот угол мы сейчас выведем в наши переменные. Давайте будет это переменная normal angle. По умолчанию пусть будет 0,25. 0,25 это у нас вот это вот 90 градусов. Ставим. Так, переходим на превью и начинаем крутить. Да, все у нас работает. Давайте мы сейчас сделаем длину волосков побольше. У нас сейчас они маленькие. Давайте сделаем в 10 раз больше. И мы видим, что у нас происходит вот такое вот движение. Оно у нас рассчитывается по нормали. Достаточно интересное. И здесь получается длина считывается с этой карты. То есть если мы поставим длину отсюда, то у нас по центру самые длинные волосы будут, а по краешку короткие. Либо можем, допустим, навертнуть. Либо поставить другую карту какую-нибудь. То есть мы видим, что у нас по краю достаточно длинные они. Если мы сделаем еще длинней. Так, компьютер задумался. Я думаю, лучше сохраниться. Так, а здесь поставим почти черный цвет. И мы можем делать вот такие вот красивые вещи. Сейчас, если мы уберем маску, обратите внимание, я не стоя в Xmap убрал маску вот отсюда. То есть, если я убираю маску, то у нас сейчас все пропадет. Почему? Потому что на вход на input image 0 подается, грубо говоря, нулевое значение в каждой точке. Как этого избежать? Можно сделать это таким образом. Давайте пока, чтобы сильно не тормозил, компьютер я поставлю в 10 раз меньше волосков. Пусть будет так. Так. Чтобы этого не происходило, можно сделать значение по умолчанию. Допустим, если сюда не входит никакая карта, то у нас будет, допустим, белый цвет. Как это сделать? Ну, во-первых, в инпуте в input grayscale можно поставить вот здесь цвет по дефолту. Допустим, здесь ставится белый. Но если, допустим, у вас
вы каким-то другим образом делаете, либо вы хотите поставить по умолчанию не белый цвет, а какую-то карту, то это делается так. Давайте по умолчанию у нас будет всегда вот этот круг. У нас будет input grayscale. Он входит у нас в маску и сюда, и сюда. И сейчас пока он у нас черный везде. С помощью ноды max-min мы можем узнать максимальное значение. Максимальное значение у черной карты 0. И теперь, если мы возьмем value процессор и в input value вставим максимальное значение из max-min ноды, то мы можем ее здесь использовать. Мы возьмем getFloat, наш input, который входит вот сюда вот. И теперь проверяем. Если максимальное значение равняется нулю, давайте даже не так. Если максимальное значение не равно нулю, то делаем это выводной нодой. То это у нас будет либо правда, либо ложь. То есть, если 0, у нас будет ложь. Если будет любое значение больше нуля, допустим, я возьму, поставлю сюда какую-то карту, и мы увидим, что у нас сразу true тут образовалась, правда. И теперь мы можем использовать это вместе с нодой Switch Grayscale. Смотрите, когда у нас правда будет, то есть когда у нас что-то будет входить в карту, у нас будет верхняя часть. Когда ничего не будет входить в карту, у нас будет входить по умолчанию вот эта карта. И теперь мы в Switch Grayscale делаем input value, делаем ее булевой переменной. И вставляем выход из нашего value процессора сюда. И вот здесь вот уже switch мы переключаем на наш input. И теперь нашим инпутом, нашим value процессором мы можем регулировать переключение switch grayscale. Смотрите. То есть если я зайду сюда, я возьму булевую операцию, поставлю false, у нас круг будет, да? Теперь, смотрите, если я здесь ставлю правду, то у нас срабатывает верхняя часть. Давайте мы здесь поставим Gaussian Noise, к примеру. Так, не сюда, вот. Я удалил, получается, да? Нет, не удалил, я зашел почему-то сюда. Неправильно я здесь ставил. Давайте здесь set input ставим. Вот здесь, в value процессоре, я беру переменную, делаю вводную, булевую. И теперь переключаю ее, то есть из одной ноды я управляю другой нодой, получается. Вот из этой ноды я управляю вот этой нодой. Это очень удобно. Допустим, для автоматической подстановки какой-то карты. Вот такой схемой. И сейчас у нас она будет автоматом вставляться. Автоматическая. Подстановка
карты. Вот такая вот схема. Давайте сохранимся. И давайте напоследок мы сделаем два генератора, которые у нас получилось. Первый генератор будет у нас делать вот такие вот формы. Второй генератор у нас будет по нормалям работать. Так, этот граф мы оставляем. Я его копирую и делаю копию. Даже сразу же сделаю две копии. Значит, первый у нас будет называться Random Angle, а второй у нас будет называться Normal Angle. Заходим в Random Angle и удаляем здесь вот эту вот всю часть и вот это вот все, что относится к нормалкам. Итак, заходим в превью. Здесь amount давайте поставим пока 10 тысяч, к примеру. Длину побольше, чтобы было видно. А size поменьше. Вот, наверное, как-то так. Так, первое, что я сделаю, это я сделаю выходы. Здесь у нас есть выход под... Так, давайте сейчас я посмотрю. Это у нас вход маска. Это я удалю. Дальше вот этот у нас здесь отвечают ноды за длину линий. И давайте возьмем shape. Пусть он у нас будет параболоид. Закинем его в input. И он у нас будет входящий shape. Даже, наверное, форма входящая форма. Так, здесь называем input map mask. Здесь мы назовем input shape. Здесь мы назовем input map length. Итак, у нас готовы три карты. Сейчас смотрим, в каком они порядке будут. Я предлагаю вот mask shape поднять на самый верх. Ой, не mask shape, а просто shape поднять на самый верх. Map mask оставить тут. И map length оставить также на месте. Итак, у нас получится три входящих карты. То есть, давайте мы здесь запинем. Создадим новый граф. Example. Если мы сюда закинем, извиняюсь, не то, то мы увидим, что у нас здесь три входа. На выход ничего нету, поэтому давайте сразу output сделаем. Output есть. Смотрим. Все у нас готово практически. Осталось довести до ума инпуты. Итак, входящая форма. Входящую форму я предлагаю оставить вот этот алгоритм, где на входящую форму будет подаваться какая-то форма. И если она не подается, то у нас будет по умолчанию параболоид.
зайдем внутрь, в квадрант. И здесь выберем Input Image. И уже поставим здесь Input Image 2. Почему 2? Потому что у нас вот эта вот форма, она идет в Input Image 2. И смотрите. Здесь в фильтринге я выберу Billionaire. Так, это настроили. Дальше. Маска. Маска по умолчанию, если во вход не будет ничего входить, если не будет ничего входить, у нас будет белый цвет. То есть маски не будет. Будет показываться полностью вся картинка без маскирования. Здесь длина линий. Длина линий я тоже предлагаю сделать по умолчанию белую маску. И тоже подключить таким образом. Давайте настроим длину линии пока в 2 раза меньше, чтобы перебора не было с производительностью. И поставим вот таким образом. И давайте вот эти настройки мы сделаем как дефолтные. Выберем Apple Current Setting as Default. Выбрали. И все, теперь у нас в параметрах это у нас дефолтные настройки. Давайте заходим в Example, проверим, что у нас есть. У нас получается генератор, проверяем, как он работает. Количество волосков регулируем. Яркость волоска тоже можем менять. Delta Angle. Если уменьшаем до нуля, то получаются прямые линии. Если Fade поставим на None, то у нас просто прямые линии горизонтальные получаются. Если Random Line сделаем, то они просто горизонтально друг на друге лежат. А если Fade у нас Start или End, то они как бы растут по оси Z. Так, Normal Angle у нас не работает тут в этом генераторе, поэтому мы здесь эту переменную убираем. Давайте проверим, как работают наши карты. Мы возьмем, допустим, Perlin Noise. И попробуем вставить, давайте в Mask Shape. Длину сделаем поменьше, а количество побольше. Проверяем, насколько у нас срабатывает это все. То есть там, где черное, там видно, что меньше их. Если мы сделаем линии без затухания, то как раз будет это видно. Если еще побольше сделаем, то есть тут видно. Ну и чтобы были сильнее проплешины, можно просто через Levels сделать побольше черного цвета. Давайте мы просто контрастно сделаем. И вот мы видим, что у нас получается достаточно мягкая маска. Вот таким образом. Так, если мы удаляем ее, то у нас маскирование пропадает. Все правильно. Дальше давайте длина. Давайте возьмем, к примеру, параболоид. Вставим в длину и посмотрим. Итак, там, где черный, у нас минимальная длина. Также через Levels мы можем проверить, чуть увеличить. И мы увидим, что здесь минимальная длина, максимальная длина получается вот здесь вот. Давайте Delta Angle чуть-чуть закруглим. Чуть-чуть изменим. Ну вот, да, как-нибудь вот так вот. Так, теперь
Давайте зайдем на секундочку вот в это место и проверим. Так, создаются переменные lumLine и lumLine_mask. Где присутствует еще переменная lumLine? Здесь больше нету. Здесь проверяем. Так, lumLine появляется в двух местах, и она больше нигде... Ее больше нигде нет. Я сомневаюсь, что сейчас тут у нас правильный код. Пытаюсь сейчас найти ошибку. Так. Давайте вернемся обратно. То есть, по сути, если я здесь поставлю не lumLine_mask, а просто lumLine, то, по идее, ничего не поменяется. Да, вот ничего не меняется. То есть у нас получается, во-первых, у нас лишняя переменная. А во-вторых, я думаю, тут неправильный сейчас алгоритм. И надо решить, как тут исправить это все. Потому что у меня получается, вот здесь вот фигурирует lumLine, а здесь потом еще умножаются на эту же переменную. Это немножко неверно. Давайте мы создадим lumLine_mask не в этом месте, определим переменную, а вот здесь вот. То есть она будет у нас либо единица, либо 0. И тогда, если мы будем перемножать на нее второй раз, то не будет перемножения цвета на само себя. То есть получается тут как мультиплай происходит. Если у нас рандомное значение line идет, то у нас происходит мультиплай. Темного цвета больше получается. Давайте мы здесь я скопирую, чтобы не ошибиться сейчас. Ctrl-C. Ctrl-V. Так, и сюда мы вставим lumLine_mask. Так. Теперь смотрим, что мы натворили. Заходим. Так, где я исправлял? Я, наверное, исправлял не в том месте. Давайте в example зайдем. Итак, рандомный цвет линий нету у нас сейчас. Увеличиваем. Есть. Да, кстати, вот сейчас хорошо работает. Сейчас работает как надо как раз. Start End. Да. Отлично. То есть мы избавились от перемножения цвета самого на себя. Вот этим образом. Тут либо единица, либо 0. Сейчас работает корректно. Так, с одним генератором разобрались. Он у нас готов. Давайте перейдем в генератор нормалей. Тут то же самое. Удаляем вот эту часть. Здесь сделаем output. Так, давайте я это распиню, закрою. А вот этот вот как раз сейчас запиню. Зайду в example. И перекину сюда еще и normal. Он пока у нас не работает, но мы здесь будем проверять его. Итак, удаляем лишнее. Вот это вот рандомную fx-мапу мы удаляем. То, что к рандому относится. И оставляем только
то, что относится к нормалкам. И здесь то же самое. Это у нас отвечает за маску. Map Mask. Здесь по умолчанию будет у нас белый цвет. Давайте создадим форму. Пусть будет параболоид. И input shape. Это у нас будет вход формы. И вот здесь, если он у нас отсутствует, если на вход отсутствует какая-либо текстура, будет применяться как раз по умолчанию наш параболоид. Закидываем в input image 3. И здесь убираем параболоид. Выбираем input image. Здесь выбираем input image 3. И фильтринг ставим Billionaire. Так, вот это мы удаляем. Это нам не нужно. Так, output я удалил, я так понимаю, да? Давайте заново сделаем. Output. Так, это у нас shape. Это у нас mask map. Готово. Здесь вот эта часть за что отвечает? Это у нас отвечает за длину. Тоже input. Называем length. И по умолчанию у нас тут будет белый цвет. И вставляем в input 1. Дальше. Здесь я предлагаю сделать input color, и чтобы входила сюда у нас нормалка. Normal. И если на вход нету никакой информации, то у нас будет по умолчанию normal карта, да? Вспоминаем, какие значения у normal карты, которая плоская. По R и G 0,5, по B единичка. Поэтому здесь делаем 0,5, 0,5. И здесь ставим единичка. Альфа тоже единица. Все, по умолчанию у нас стоит, входит здесь нормалка, пустая. Давайте, наверное, все-таки по умолчанию не пустая нормалка, чтобы входила, а, допустим, от Gaussian Noise. Так будет интереснее. Потому что по умолчанию, если нормалка пустая будет, то у нас, смотрите, что происходит. У нас они все будут в одну сторону направлены. То есть я ставлю amount 10 тысяч, к примеру. Длину 300. Наверное, я переборщил, да? Ну, давайте сейчас поменьше сделаем. 3000. Они остаются на месте, получается, точки. Хотя давайте так и оставим. В целом, пусть так и будет. Итак, смотрим. По выходам. У нас первое будет shape. Переставляем наверх. Дальше. Здесь выход
переназначился, подставилась единичка, потому что у нас есть переменная с таким именем. Мы назовем это map_length. Вот таким образом. Так, и, наверное, все. Переходим в example. Смотрим, что... давайте по умолчанию сделаем, чтобы у нас было побольше копий. У нас сейчас здесь 3000. И давайте поставим 200. Как-нибудь вот так вот. И size единичка, к примеру. Пусть будет так. И это мы поставим значение по умолчанию. Заходим в example. Вот у нас эти значения по умолчанию. Итак, берем Gaussian Noise, вставляем через Normal. И смотрим, что у нас получается. Так. Попробуем покрутить. Delta Angle. Delta Angle, кстати, тут не работает, да? Да, у нас Delta Angle не работает, поэтому давайте здесь мы ее удалим. Лишние. Так, где-то она у нас присутствует все равно. Давайте зайдем в код, посмотрим. Она у нас присутствует вот здесь вот. А нужна ли она нам тут? Так, ну давайте оставим. Я нажму Ctrl-Z. Оставим эту переменную. Вы потом можете разобраться, поднастроить. Итак, смотрим. Scale я сделаю поменьше, точнее побольше. И сделаем длину раз в 10 длиннее, чтобы линии рисовались. Так, он у нас думает. Давайте поставим 1000 копий. И посмотрим, покрутим. Наш normal angle. Поменяем на end на start. Вот таким образом. Length random. Длина меняется рандомно. Luminosity тоже мы можем убрать, чтобы было постоянное. Так, step. Так, Delta Angle. Все-таки у нас Delta Angle нигде не участвует. Потом вы можете удалить самостоятельно. Так, Step. Давайте мы сейчас зайдем сюда в нашу FX-мапу. Я когда монтировал видео, первую часть этого видео, я обнаружил одну ошибку, которую я вам сказал, что вот этот вот вектор, он нормализованный вектор. На самом деле он не нормализованный. У нормалок, да, нормализованный вектор, если считать его трехмерным, x, y, z. Но если брать x, y, он у нас не нормализованный. Поэтому, чтобы он был у нас нормализованный, нужно применить normalize. И уже тогда он у нас нормализуется. Вот. И теперь мы можем не увеличивать step, а сделать вот таким образом. И тогда у нас все хорошо работает. Вот так правильнее код получается. Так. Нормализованные вектора. Нормализованный вектор 1. Нормализация вектора. Все. То есть нормализация вектора тут равна единице. И единицу мы умножаем на step, на количество шага. И теперь он у нас полностью совпадает с размерами экрана. Как и изначально у нас было в первом генераторе. Так. Заходим в example. Проверяем дальше. Давайте попробуем взять shape диск, к примеру.
И вот здесь давайте shape на самом деле мы поставим наверх. Почему-то он у нас тут внизу. Я, по-моему, его двигал наверх. Да, я тут его двигал наверх. Но я не сохранился, наверное, из-за этого. Давайте проверим. Зайдем в example. Не, все равно. Давайте я перекину заново эту ноду. Вот, сейчас shape у нас получается наверху. И обратите внимание, у нас сейчас линии направлены в одну сторону. Но по идее они не должны рисоваться были у нас. Давайте проверим еще раз. Так, к примеру, если у нас здесь карта нормали пустая, то у нас 0,5 по x и по y. 0,5 умножаем на единичку, получаем 1,1 по y. Минусуем единичку 0,0, получается 0,0. И он, видимо, нормализует этот вектор в каком-то определенном углу. То есть это же нормализация вектора. Давайте зайдем внутрь. Посмотрим. То есть получается мы нулевой вектор пытаемся нормализовать. Видимо, в этом ошибка. Ну, я думаю, тут нету ничего страшного. Пусть будет как есть. Подставляем сюда наш Gaussian Noise. Сейчас мы видим, что у нас наши параболоиды, да? Давайте степ сделаем поменьше. Вместо параболоида попробуем поставить круг. Да, ставится. Можем также сделать, допустим, Bell. Либо какую-нибудь другую форму. Все эти переключения работают у нас. Дальше. Так, Scale мы не будем двигать. Сейчас я сделал минимальное количество входящих карт. То есть, грубо говоря, вот здесь вот 3 входящих карты и одна форма. Здесь 2 входящих карты и одна форма. Но вы также можете сделать карту на размер шейпа. Если у нас тут они одинаковые, рисуются везде, вы можете сделать меняющийся по определенным формулам, к примеру, размер шейпа. Также можете сделать себе кучу дополнительных входов, которые будут регулировать размер по X, по Y шейпа, поворота его. То есть тут просто множество всего, такой инструментарий открывается. И за счет того, что мы можем работать с картами, FXMap очень мощный инструмент получается. Так, ну и, наверное, давайте на этом мы закончим. То есть, получается, в финале мы сделали 2 генератора, который рисует рандомные. Давайте увеличим. Loom Random Line. Рандомные вот такие вот вещи. Это может быть похоже на шерсть, на ковер, на траву, если мы сделаем Delta Angle поменьше. Тут есть масса применений. А также второй генератор, который делает линии по нормалям. То есть вот это движение линии у нас идет по нормалям. И мы можем это регулировать. Так, и, наверное, давайте, у нас осталась одна переменная, которую я вам не рассказал, которая в FXMap присутствует. Давайте мы откроем пустую FXMap. Она у нас будет черно-белой. Зайдем внутрь. Empty Function. Итак, возьмем getFloat и откроем здесь переменную depthPower2.
Что это означает переменная? На самом деле она означает вложение дерева Допустим, у нас есть вот такое вот дерево. И это будет выходной нодой. И смотрите, вот здесь вот в этом квадранте depth power 2 будет равняться единице. То есть это верхний основной квадрат. Здесь 0,5. Но на самом деле 0,5 это 1 единица, деленная на 2. Вот здесь вот единица, деленная на 1. Вот здесь эта переменная будет равна единице, деленной на 4. Здесь единица, деленная на 8. И так далее. То есть получается, то, что в знаменателе будет двойка в степени нулевой, первый, второй, третий, четвертый и так далее. Вот чему равна переменная depth power 2. То есть тут достаточно просто. Это я обещал рассказать вам. Я сейчас это рассказал. Мы пока ее не применяли, но я думаю, может быть, в процессе применим еще. Так, и на этом все. Пока.